Всем привет! Сегодня готовим запеченный в духовке картофель. Вроде бы это такое простое блюдо, и все его умеют готовить. Но есть некоторые нюансы, которые стоит знать, чтобы сделать картофель с хрустящей корочкой сверху, нежным и мягким внутри и очень ароматным. Посмотрите, какой хрустящий картофель. Я сейчас разломаю его сейчас. О, он очень горячий. Посмотрите, какой он мягкий, нежный внутри. Он получается таким именно благодаря этому способу приготовления. Попробуйте такой картофель, он у вас получится очень вкусным. Сегодня будем готовить запеченный картофель. И для этого, естественно, понадобится картофель. У меня вот такой маленький. Все они одинакового примерно размера. Я очень люблю готовить гарнир именно из такого картофеля. Он получается очень красивый и вкусный. Но, конечно, для этого блюда подойдет и большой картофель, только его надо нарезать на одинаковые кусочки. Также мне понадобится оливковое масло и такие специи. Соль и перец, конечно, берем по вкусу. Здесь я беру чесночную пудру, немножко перца чили, так как мы любим перчененько, и немного паприки. А также я буду использовать чеснок. Здесь у меня одна головка чеснока. И у меня есть вот такие ароматные травы. Здесь у меня тимьян свежий, очень ароматный, и сушеный розмарин. Очень важный момент в приготовлении картофеля, запеченного в духовке. Сначала картофель надо немного приварить. Я поставила его вариться, добавляю немного соли, чтобы водичка была присоленная. И картофель, после того, как он закипит, варить я буду примерно 10 минут. И тогда запеченный картофель в духовке никогда не будет сухим внутри. Он будет сверху с хрустящей корочкой, а внутри очень мягким. Пока картофель варится, я сделаю такую заправочку. Наливаю в миску немного оливкового масла, примерно миллилитров 50. Добавляю сюда специи, соль, чесночную пудру, перец чили и паприку. Хорошо перемешиваю. И также добавлю сюда еще черный перец. Черный перец и соль берите по вкусу. И хорошо все перемешиваю. Как видите, сейчас сюда я не добавляю ароматные травы и не добавляю чеснок. Все это мы будем добавлять немного позже. Картофель у меня закипел, и теперь варю его в течение 10 минут. Конечно, для такого блюда надо брать картофель, который не разваривается, который более крепкий. Картофель у меня отварился, приварился вернее, и я сливаю всю воду через сито. Теперь картофель я отправляю обратно в кастрюлю, заливаю вот этой смесью с маслом и специями и хорошо стряхну, чтобы весь картофель покрылся равномерным слоем маслом и специями. Я подготовила противень. Его я застелила пергаментной бумагой. Я очень не люблю, когда на дне противня остается вот эта хрустящая корочка, которая должна быть на картофеле, которую очень вкусно съесть. И поэтому я застелила его пергаментной бумагой. Высыпаю картофель. И очень важный момент. Картофель должен лежать в один слой. Если вы хотите, чтобы он был хрустящим, вкусным, он должен лежать одним слоем. И сейчас картофель я отправляю в хорошо разогретую до 190-200 градусов духовку примерно минут на 25. Пока печется картофель, я подготовлю чеснок и ароматные травы. Чеснок я сняла верхнюю шкурочку и слегка почистила, конечно, помыла. И сейчас его просто вот так давлю ножом. Он сразу такой дает аромат приятный. Отправляю чеснок в мисочку. И сюда же я буду
обрывать травы. С розмарина я возьму только вот эти листочки, отправляю сушеный розмарин к чесноку. И теперь буду обрывать тимьян. Мне нужны только листики. Стебельки не нужны. Я оборвала листики тимьяна и розмарина, отправляю все это в мисочку и вливаю сюда немного оливкового масла. Буквально совсем чуть-чуть, чтобы просто травы и чеснок пропитались оливковым маслом, чтобы они лучше отдавали свои ароматы. Посмотрите, я достала из духовки картофель. Он у меня стоял в духовке примерно 30 минут. У него уже сверху образовывается вот такая корочка хорошая. И сейчас как раз самое время посыпать картофель ароматными травами и чесночком и отправить еще в духовку, чтобы он уже пропекся именно с этими ароматными травами. Так распределяю. И сейчас уже зажариваю картофель до хрустящей корочки. Картошечка у меня уже запеклась. Она получилась просто невероятно ароматная. Уже просто текут слюнки, хочется ее попробовать. Очень красиво и вкусно. Посмотрите, какая ароматная картошечка. Она хрустящая. И я сейчас вот картошечку разломаю, чтобы вы посмотрели, какая она внутри. Она горячая. Опа. Посмотрите, насколько она нежная внутри. Она внутри совершенно не сухая, а сверху у нее поджаристая корочка. Очень вкусно, очень ароматно. Это так хочется сразу съесть. Второй раз картошечка стояла у меня в духовке еще примерно 15 минут. Итого в духовке она выпекалась 40 минут. Но вы, конечно, смотрите по своей духовке. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Изикук Позитивная кухня, оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!